Песни и фильмы к 52-й годовщине революции «Гвоздик». Добровольная федерация свободных людей. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 25 апреля, 14:30. В Португалии сегодня отмечается 52-я годовщина революции «Гвоздик». Проводятся памятные мероприятия и можно свободно зайти в Ассамблею Республики. Политики разных партий говорят о свободе, демократии и значении наследия 25 апреля. Издание «Винта и Кватро Нотисьяс» выпустило подборку из 10 фильмов и сериалов о 25 апреля 1974 года в Португалии. Революции «Гвоздик» и конце диктатуры, страхе, слежке, войне в колониях. В постреволюционном периоде 1974-75 годов, роли женщин и изменениях в обществе после революции. Музыкальный журналист Руй Мигел Абреу в эксклюзивном материале издания «Эшпрессо» создал список из 50 португальских песен протеста, вышедших после революции «Гвоздик». От «Фаушту Маркулину» 1974 года до «Кару да Эшпелю Парайсу Фишкал» 2024. И показывает, как за последние 50 лет португальская музыка говорила о политике, бедности, расизме, колониальном прошлом, войне, феминизме, правах ЛГБТ, жилье, труде, налогах, коррупции и свободе. Подписывайтесь и добавляйте в плейлисты. Издание РТП «Нотисьяс» рассказало о выходе на большой экран фильма «Прожето Глобал», о малоосвещенной главе в современной истории страны, посвященной действиям вооруженных народных сил 25 апреля. Мы вдохновлены практически бескровной сменой власти, которая произошла в Португалии почти полвека назад, и размышляем о том, как применить этот опыт в России. Кажется, что для этого необходимо создавать образ, к которому захочется стремиться, объединять людей и строить мосты. Год назад мы на эту тему провели конференцию «России необходимо 25 апреля». В этот раз хотим представить концепцию «Добровольная федерация свободных людей». Это федерация, построенная снизу вверх, на свободе человека, самоуправлении общин, городов и регионов. И на добровольном согласии жить вместе по общим правилам, сохраняя единство страны. В таком строе нет неприкосновенной власти, нет сакрального начальства и нет политической касты, стоящей над обществом. Эта федерация уважает достоинство человека, культурное многообразие и историю всех народов России. В ней каждое важное решение должно быть открытым, объясненным, проверяемым и при необходимости пересматриваемым самими же гражданами. Приведу еще несколько заголовков, записанных в концепции направлений. Человек выше системы. Закон один для всех. Власть – это не сословие, а временная функция. Голос – это акт ответственности. Политика – это спорт идей, а не война людей. Образование – иммунитет от нового Геббельса. Технологии обязаны упрощать жизнь. Узнать больше об этой концепции вы сможете в нашем анонимном дискуссионном клубе, ссылку на который и инструкцию по подключению вы найдете на странице ADRL Talks на нашем сайте. Там же вы найдете лекции о влиянии португальской эмиграции на революцию «Гвоздик» Виктора Перейры и о предпосылках революционной ситуации в России Ильи Будрайцкиса и, конечно, запись конференции. Россия не их собственность. Объединяйтесь, стройте свои сообщества и помогайте тем, кто сопротивляется. Вива а либердаде!